Всем привет! Вы смотрите видеообзор испытания городских электросамокатов 2021 года Midway iMax Pro и Midway i1 Pro. Но в качестве бонуса в этом же обзоре я параллельно расскажу и проведу испытания их младших собратьев 2021 года Midway iMax и Midway i1. Дело в том, что все 4 модели этого топа электросамокатов 2021 года от бренда Midway имеют чувствительную разницу по цене. И я уверен, вы захотите узнать почему. С вами вновь Роман, испытатель электротранспорта. Никакой воды, только хардкор и концентрат полезной информации. Запасайтесь вкусняшками и подписывайтесь на канал. Впереди, как всегда, очень много интересного. Интересно, эти электросамокаты, это вообще законно? Ой, тяжело 95 кг тащить. Я прям устал, я офигел уже на нем ездить. Изнутри полилась вода. Midway, baby. Производитель заявляет о крутой пылевлагозащите уже с завода по стандарту IP56, то есть защита внутренних элементов от водяных струй с любого направления, которые не должны оказывать вредного воздействия. И я решил проверить данную информацию. После проведения тест-драйва мы обязательно вскроем пару моделей и вместе оценим их содержимое. Первая подопытная пара — электросамокат Midway i1 Pro и его младший брат электросамокат Midway i1. Сразу выезжаем на тест-драйв и замерим реальную максимальную скорость и дальность пробега обоих электросамокатов 2021 года выпуска. И параллельно во время испытаний заострим внимание на прочности, комфорте поездки и других немаловажных деталях. Первый электросамокат Midway i1 полностью заряжен, скорость и дальность поездки буду замерять по GPS. Заявленная мощность 350 Вт в номинале и 470 Вт при пиковой нагрузке. Установлен 36-вольтовый аккумулятор на 6 ампер-часов и по заявлению производителя должен проезжать порядка 23 км при идеальных условиях. Максимальная скорость, которую мне удалось развить, составила 25 км в час. Второй электросамокат Midway i1 Pro с барабанным тормозом на переднем колесе. Заряд батареи полный. Замеры также буду проводить по GPS. Midway i1 Pro, как и предыдущая модель, имеет заднее мотор-колесо мощностью 350 Вт в номинале и способно выдавать 470 Вт максимум. Скорость, согласно GPS, 25 км в час с нагрузкой 95 кг. Неужели это такой же электросамокат, как рассмотренный ранее, за исключением механической тормозной системы на переднем колесе? Конечно же нет. Здесь установлен 36-вольтовый аккумулятор с емкостью в 13 ампер-часов. И по заявлению производителя электросамокат способен проезжать до 40 км на одном полном заряде при идеальных условиях. Но это мы еще проверим. А пока я выкатываю электросамокаты в ноль, давайте рассмотрим внешний вид обеих моделей. Это практически близнецы. По дизайну одинаковые грипсы, ЖК-дисплеи, клавиши старта, рулевые колонки, деки, крылья и даже складные механизмы. Разница очевидна лишь в установленных тормозных системах. На Midway i1 по левой стороне руля расположена клавиша электронного тормоза при помощи заднего мотор-колеса. Midway i1 Pro имеет двойную систему торможения. Рычаг на руле отвечает за остановку при помощи барабанного тормоза на переднем колесе, но также в механизм встроен концевик, и при нажатии одновременно срабатывает электронный тормоз с задним мотор-колесом. Это, кстати, очень удобно, чтобы райдер не перелетел через руль в случае резкого торможения. Однако на этом производитель не остановился и добавил на всякий случай тормозные пластины под задние крылья на обе модели. Вдруг кому пригодится. Что касается веса обеих моделей, мужчины вряд ли почувствуют разницу. Лично я ее не почувствовал вовсе. Midway i1 весит порядка 12 кг против 14 кг Midway i1 Pro. Одинаково здесь и габариты. Все размеры и клиренс вы видите на экране.
Конструкция рамы электросамокатов по заявлению производителя выполнена из алюминия, используемого в авиастроении. Но где конкретно, мы с вами никогда не узнаем. То есть, что это такое? Крыло самолета или барная стойка из бизнес-класса? Я так понимаю, если авиационный, значит облегченный, но каков его скрытый потенциал прочности? Давайте проверим. Комфорту поездки стоит уделить особое внимание. Дело в том, что модели i1 и i1 Pro предназначены для поездок исключительно по ровным поверхностям, наподобие ровного асфальта и гладкой тротуарной плитки. У обоих электросамокатов 8-дюймовые накачиваемые передние колеса и простейшая система амортизации рулевых колонок. Сзади ситуация кардинально противоположная. Цельнорезиновые колеса и никакой подвески. По факту это реальные городские паркетники. Электросамокаты без проблем выдерживают серьезные нагрузки, уверенно пролетают любые неровности, а мощности вполне хватает даже для поездок по бездорожью. Вопрос в том, готов ли к подобным нагрузкам организм самого электросамокатчика. Вот, ребят, брусчатка. Ну вы поняли. Хочется отметить хорошую управляемость электросамокатов в целом. Немаловажную роль здесь играет поворотный механизм рулевой колонки и ширина руля. То есть нет так называемого выверта в случае наезда на кочку или ямку. Контролировать поездку можно даже одной рукой. Включение электросамокатов Midway i1 производится при помощи удержания кнопки по центру руля. Единоразовое нажатие включает передние фары. Двойной клик отвечает за переключение скоростных режимов с 1 по 3. На дисплее в режиме реального времени отображается спидометр и индикатор заряда батареи. Что касается возможных ошибок, их значения можно найти в инструкции или в описании к этому видео. Итак, давайте посмотрим, сколько мне удалось проехать на каждой модели и при каких нагрузках. Электросамокат Midway i1. Общий запас хода составил 16 километров на одном полном заряде. Вполне логичный результат для моего веса и вечном старании гнать на максимальной скорости. А вот с электросамокатом Midway i1 Pro уже все не так однозначно. Итог дальности поездки 36 километров. На мой взгляд, 36 километров при максимальной скорости и нагрузке в 95 килограмм против заявленных 40 километров при идеальных 70 килограммах и скорости в 15 километров в час — это более чем достойный результат. Интересно, чем порадуют модели iMAX и iMAX Pro. К ним и перейдем. Но для начала таблица технических характеристик и цены электросамокатов Midway i1 и Midway i1 Pro 2021 года выпуска. А теперь давайте рассмотрим двух старших электробратьев Midway iMAX и Midway iMAX Pro. И вновь близнецы, но на этот раз абсолютные копии по внешнему виду. Не обращайте внимания на цвет. Его можно выбрать при покупке обеих моделей. Для удобства восприятия в данном обзоре iMAX серого, а iMAX Pro черного цвета. Это более мощные и внушительные по своему весу и габаритам электрозвери. Определенно имеют сходство с рассмотренными ранее моделями i1 и все так же предназначены для поездок в городских условиях. Давайте коротко пробежимся по основным параметрам и сразу двинемся на тест-драйв. Габариты, клиренс и собственный вес электросамокатов iMAX и iMAX Pro вы видите на экране. Бортовые компьютеры имеют измененную форму и лаконичный набор показателей. Видимость просто отличная под любым углом. Метод управления одной кнопкой, как и в предыдущих версиях i-серии. Оба близнеца оборудованы электронной системой торможения при помощи заднего мотор-колеса и передними механическими тормозами закрытого барабанного типа.
Колеса полностью накачиваемые по 10 дюймов в диаметре, что несомненно сказывается на общем комфорте поездки в лучшую сторону. А теперь погнали уже на тест-драйв. Первый iMAX. Все замеры по GPS, батарея полностью заряжена. Реальная максимальная скорость 30 км в час, даже с учетом моего веса. Те же цифры указаны производителем в технических характеристиках. Что касается мощности, номинальная заявлена 400 Вт, а в пике может доходить до 650. Аккумулятор установлен на 36 вольт и 13 ампер-часов. Производитель обещает запас хода до 40 км на одном полном заряде. И снова не забываем про звездочку, что это при идеальных условиях. К сожалению, мне пришлось прервать тест-драйв на несколько часов ввиду некоторых обстоятельств. Да, такое тоже иногда случается. Я тоже живой человек, и у меня могут появиться неотложные дела. Но главное, я сохранил данные GPS и продолжил поездку при первой же возможности. Так что прошу вас не удивляться, почему сейчас, по завершении замера дальности поездки, я начну заниматься математическими вычислениями общего запаса хода. В итоге электросамокат превзошел все мои ожидания. Даже с учетом нагрузки, превышающей идеальные условия, он проехал больше, чем заявляет производитель. Интересно, ребята из Midway сами-то в курсе, на что способен iMAX? Итак, 28,6 километра за первую поездку, плюс 16,1 километра за вторую. Итог 44,5 километров дальность поездки при условиях, которые вы сейчас видите на экране. Скажу специально для самых внимательных. Средняя скорость, с которой я выкатывал электросамокат, совсем не одно и то же, что отображает GPS под названием «в среднем», так как программа учитывает все остановки, заезды в магазины, перекуры и тому подобное, выдавая среднее арифметическое значение. Без лишних слов приступаем к тест-драйву последнего экземпляра из нашего топа городских электросамокатов 2021 года от компании Midway. Электросамокат iMAX Pro. Полный заряд батареи. GPS готов фиксировать новые данные. Погнали! И тут-то я, честно говоря, обалдел. Максимальная скорость электросамоката оказалась выше заявленной производителем. 40 км в час вместо 35, и это с нагрузкой в 95 кг. Но самое интересное, поверьте, еще впереди. Подвернулась возможность протестировать ход электросамоката по мокрой плитке. И здесь iMAX Pro не подвел. Сцепление пневматических колес лично мне показалось вполне уверенным, что позволило разогнать электросамокат до максимально возможной на тот момент отметки в 39 км в час. Друзья, очень вас прошу не повторять то, что видите во время моих испытаний. Во время торможения электросамокат чуть не сорвался в занос. Остановиться помог богатый опыт езды в зимнее время года и информативность тормозной системы. Если бы я чуть-чуть пережал рычаг, видео могло бы закончиться под колесами поливалки. Что касается крыльев и защиты от грязи во время движения, гонять по лужам со скоростью свыше 15 км в час не самая лучшая затея. Ноги промокнут довольно быстро. Дело в том, что козырек переднего крыла не просто заканчивается выше уровня деки, но и практически не имеет скругления. По итогу получается то же самое, что плевать против ветра. Уважаемый производитель, нарастите, пожалуйста, крыло в заводских условиях, чтобы вашим покупателям не приходилось колхозить что-то самостоятельно и уродовать внешний вид этого симпатяги. По заднему крылу вообще никаких нареканий. Справляется со своей задачей на все 100%, за что крепко жму руку производителю и выражаю огромную благодарность от лица всех любителей электротранспорта. Что ж, а теперь давайте проверим тягу Midway iMAX Pro на подъеме. Это одна из моих любимых горок в Москве. Камера, к сожалению, не передает крутизну так, как видит человеческий глаз. Но если я заеду на самый верх, то окажусь на одном уровне с крышей стоящего справа четырехэтажного здания. Погнали! Ну что, затянешь? Али не затянешь? Гудит, но едет. Обалдеть. Он едет. Он едет. Тяжело ему. Ой, тяжело 95 кг тащить. Ой, тяжко. Ну. Блин, ребята, он не отключается, он тащит. Он тащит. Единственное, тащит очень медленно, мне приходится рулем держать равновесие. Да он заехал! Офигеть! Вот это да! Реально затянул.
Ё-моё. А мощи-то у него хватает. Сейчас я покажу, что это за горка такая. Прям я реально стою вровень с крыши 4-этажного здания. Подъем здесь очень крутой. Это может показаться безумием, но я уже проехал 45 километров. У меня слов нет, сейчас покажу. «45 километров, 300 метров. Та-дам! 3 деления. Причем, друзья, эти 3 деления, они так и есть 3 деления, когда я давлю на акселератор. То есть я еду, и эти 3 деления никуда не исчезают. Я проехал уже 45 километров. У него заявлено в технических характеристиках дальность поездки 45 километров со звездочкой. Я вешу 95 килограмм, никуда мой вес не делся. И еще 3 деления. Я просто уже задолбался, честно могу сказать. Я прям устал, я офигел уже на нем ездить. Друзья, я честно могу сказать, мне даже немножечко не по себе. При условии таких показателей, уверен, в комментариях что только не напишут. И то, что я закинул GPS в такси, он катался по городу, потом я с ним пересекся, забрал и повесил на самокат. И то, что я тошнил еле-еле там 15 км в час, но ведь, блин, нет, в том-то и прикол, что нет. Вы знаете прекрасно, я не из тех людей, я не из тех обзорщиков, которые будет тошнить 15 км в час ради того, чтобы накрутить пробег и потом показать: о, нифига себе, мы прокатились со скоростью 15 км в час по пешеходным дорожкам, и у нас получилось 65 километров. Нет, я топлю на максималку. Я сейчас еду только ради того, чтобы вы меня выслушали и ветер не мешал при этом, потому что, блин, я понимаю, это реально очень важно. Либо тут аккумулятор стоит какой-то обалдевший, ну либо я хрен его знаю. Но 48 вольт, 18 ампер часов и уже 45 километров пройдено при скорости 40 километров в час. Я даже не знаю, ну да, она падает. Она падает с уменьшением делений. 6 делений, 40 километров в час, 5 делений, 39 километров в час, 4 деления, 38 километров в час. И вот сейчас 3 деления, сейчас выжимает тапку, будет 37 км в час. Давайте проверим. Что с пешеходной дорожки уеду. Погнали, разгоняемся. Ну, пожалуйста, 37 километров в час. На 3 делениях. Я еду реально со скоростью 1-2 км в час. Очень медленно. Но то ли я в него уже врос, то ли он настолько устойчивый сам по себе. Сами видите скорость. Я с него не падаю. Вон по тени смотрите на солнце. Он мега устойчивый. Ладно, все, хватит. И вот реальный сюрприз. Электросамокат Midway iMax Pro смог проехать 58 километров с нагрузкой 95 килограмм. Таблицу технических характеристик и цены электросамокатов Midway iMax и Midway iMax Pro на момент съемки видеообзора вы видите на экране. А теперь, как и обещал, давайте разберем парочку электросамокатов по одной модели из разных весовых категорий. Первым, пожалуй, будет электросамокат Midway i1. Для начала снимаем головную часть руля и разъединяем провода, идущие к дисплею. Все болты имеют фиксатор резьбы. И сразу сюрприз. После попытки снятия нижней пластиковой крышки изнутри полилась вода. По лужам я не катался, значит, она осталась после полива из шланга. Вскрываем деку. По периметру крышки есть специальная проставка из какого-то вспененного материала, которая, как я понимаю, должна герметично закрывать весь отсек с электроникой. Но судя по количеству воды, либо проставка не справляется, либо жидкость нашла другие пути проникновения. Попадание влаги через резиновые заглушки в принципе можно исключить. Они очень плотно сидят на своих местах, а проходящие насквозь провода зафиксированы чуть ли не намертво. Честно говоря, очень классное решение. Герметичные заглушки выглядят куда аккуратнее, чем выдавленный в дырку герметик. Батарея закреплена при помощи двухстороннего скотча. Сам аккумулятор герметично упакован в короб из гибкого пластика.
перейдем к контроллеру. Соединение проводов реализовано при помощи фишек, большинство из которых находятся в термоусадке. Сам контроллер полностью залит компаундом. С одной стороны, он хорошо защищен и абсолютно не боится воды. С другой стороны, в принципе необслуживаемый и в случае выхода из строя подлежит замене в виде целого модуля. 36-вольтовый контроллер имеет маркировку в 15 ампер. Так что, в принципе, способен выдавать больше мощности, чем заявляет производитель, до 540 Вт включительно, если только он не ограничен программно. Толщина оси колес более чем достаточная. Хорошо видно и качество сварных швов по периметру деки. Задний габарит на крыле убран в отдельный пластиковый отсек. Единственный вход кабеля загермечен и исключает возможность короткого замыкания во время поездок в сырую погоду. А вот, собственно, благодаря чему электросамокаты Midway ощущаются единым монолитом. В передней части деки стальная усиливающая конструкция с дополнительными ребрами жесткости. Простое, но очень оригинальное решение. Хочется отметить наличие свободного пространства не только в деке электросамоката, но и в рулевой колонке. Фактически электросамокат можно легко модернизировать по своему усмотрению, самостоятельно или сдать в специализированный сервисный центр, например, для наращивания общей емкости аккумулятора. Ну и в завершении покажу, что электросамокат действительно рабочий, даже несмотря на то, что внутри была приличная лужа. Подозреваю, что залитие произошло через нижнюю часть в районе уплотнителя. Все же он не резиновый, а имеет структуру вспененного пакета. Вторым на разбор пойдет электросамокат Midway iMax. Процедура абсолютно такая же. Долой голову и нижнюю крышку деки. Болты вновь имеют фиксатор резьбы. По периметру крышки идентичная вспененная полиэтиленовая проставка. Внутри отсека также стоит отметить наличие воды. Контроллер залит компаундом. Батарея спрятана в аквабокс из гибкого пластика. Герметичные резиновые заглушки, усиленная конструкция в передней части деки, дополнительное усиление на задней оси в виде стальных пластин, качественные сварные швы и так далее. Все то же самое, что мы уже видели в предыдущей модели. Разница лишь в том, что здесь еще больше места для возможности модернизации в будущем. Электросамокат полностью исправен и готов к поездке. А теперь давайте подведем общий итог. Поговорим о преимуществах и недостатках представленного топа городских электросамокатов 2021 года от бренда Midway i-серии. Начнем с хорошего. Первое – это действительно качественные и надежные электросамокаты, не только не уступающие своим предшественникам серии Yamaha, но и способные дать фору многим другим брендам, представленным на российском рынке. Электросамокаты Midway i-серии стойко выдержали испытания, для которых они в принципе не предназначены, а значит и запас прочности данных моделей на очень высоком уровне. Я не советую повторять увиденное в этом обзоре, ведь подвергая электротранспорт подобным нагрузкам, а точнее сказать перегрузкам, я ускоряю износ тех или иных узлов, как если бы электросамокаты проехали несколько сотен, а то и тысяч километров в штатном режиме. Второе. Уровень пыли влагозащиты каждой модели реально не ниже стандарта IP56 уже с завода. Единственное, что может вывести их из строя, это погружение в воду или скопление большого количества жидкости внутри. Так что если вы попали под дождик или просто рассекали по лужам, протрите электрозверя сухой тряпкой и дайте полностью просохнуть при комнатной температуре, прежде чем ставить его на зарядку. Любое транспортное средство прослужит дольше, если о нем заботиться и ухаживать после каждой поездки. Третье. Реально неплохие возможности модернизации. Крепкая основа легко выдержит дополнительные обвесы и установку сиденья, а внутреннее пространство легко можно использовать для наращивания мощности или запаса хода. Что сюда можно установить, зависит только от вашей фантазии, и думаю, многие зрители будут вам благодарны, если поделитесь мыслями в комментариях. Четвертое. Чувство единого монолита по всей конструкции. Никаких люфтов и качелей, что не просто придает чувство уверенности во время поездки, а реально делает райдера единым целым с транспортным средством. Данное преимущество сложно показать или описать словами, нужно просто один раз прокатиться. У меня очень богатый опыт, и просто поверьте на слово, на момент съемки в плане управления более стабильных электросамокатов в городском сегменте попросту не существует. Пятое. Электросамокаты Midway i-серии, как бы нелепо ни прозвучало, имеют самые оптимальные габариты, подходящие практически под любые антропометрические данные. Под рост от 120 до 195 сантиметров, под вес от 0 до 120 и 150 килограмм соответственно. На, серьезно, уже не верил. И тут нет ничего смешного, я постоянно сталкиваюсь с электросамокатами, где либо дека короткая, либо руль узкий, иногда колонка низкая или наоборот слишком высокая и тому подобное. Здесь же складывается впечатление, будто за основу взят стандарт золотого сечения, и чтобы человеку не подошла какая-то из представленных моделей в плане удобства, нужно очень сильно выделяться из толпы.
Шестое. Современный функционал с возможностью подключения через бесплатное приложение со смартфона для управления настройками. Скачать оригинальное приложение Midway на русском языке можно абсолютно бесплатно в Google Play или App Store. В инструкции к электросамокатам вы найдете всю необходимую информацию и QR-коды. В основном меню расположены: подключение по Bluetooth, блокировка мотор колеса, включение фары и настройка следующих параметров: включение круиз-контроля, выбор режима поездки, эко, средний и спорт, возможность ограничения скорости, активация фары и подсветки в случае ее наличия, выбор единиц измерения в километрах или милличасах, выбор старта поездки с места или после толчка ногой и выбор языка. Дополнительные настройки позволяют выставить уровень скорости, но пределом всегда будет максимально возможная для конкретной модели. Далее техническая информация по электросамокату. На главной странице приложения также доступны быстрая смена скоростного режима, общая информация параметров транспортного средства и кнопка включения и выключения электросамоката. Седьмым пунктом я решил объединить приятные мелочи, такие как держатель для телефона, прорезиненное антискользящее покрытие деки, которое легко мыть в отличие от той же наждачки, наличие необходимых светошумовых приборов уже в штатной комплектации, от фара освещения и габаритного огня до автоматических стоп-сигналов и световозвращательных наклеек, информационные ЖК-дисплеи, где отображаются все самые необходимые параметры. Стояночные подножки у всех представленных электросамокатов Midway расположены в правильном месте, не около заднего колеса или посередине деки, а именно там, где расположен центр тяжести транспортного средства во время наклона. Это все очень важные мелочи, на которых строится общий фундамент удобства эксплуатации в целом. Восьмое. Грамотное и, на мой взгляд, единственное верное решение по установке одной из самых долговечных тормозных систем закрытого барабанного типа на 3 модели из 4. Открытые тормозные диски имеют тенденцию гнуться, а здесь, в чем реальная прелесть и преимущество, система не только защищена от случайных механических повреждений и попаданий разного рода мусора, но и сами тормозные колодки за счет большей массы и объема обладают повышенной износостойкостью. И девятое. Относится, пожалуй, только к двум старшим моделям iMAX и iMAX Pro. 10-дюймовые накачиваемые колеса. В сравнении с конкурентами, большие колеса не просто добавляют мягкости во время поездки, но также увеличивают накат, а соответственно и дальность поездки электросамоката. Минусы Midway i1 и Midway i1 Pro. Лично я не выявил, но если вы считаете иначе, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Только давайте, друзья, конструктивно. Так как, например, задние цельнорезиновые колеса и отсутствие на них амортизаторов – это скорее особенность, чем недостаток. Все же городские электросамокаты предназначены для поездок по ровным поверхностям, типа асфальта и гладкой тротуарной плитки. К тому же здесь есть и плюс – задние колеса невозможно сдуть или проколоть. Если передним колесом вы можете объехать осколки или приподнять его, чтобы не напороться на острый камень, то заднее колесо рано или поздно наедет на какую-нибудь дрянь. Так что цельнорезиновые колеса – это не более чем осознанный выбор. Хочешь комфорт пневматики? iMAX и iMAX Pro ждут тебя. А если тебя так и тянет заехать в какую-нибудь темную подворотню или за гаражи, чтобы попрыгать через бутылки, то i1 и i1 Pro подойдут как нельзя кстати. Минусы Midway iMAX и Midway iMAX Pro. Передние крылья. Очень неприятно собирать на ноги мокрую грязь с дороги после каждой поливалки или дождя. Информация уже передана производителю. И это, пожалуй, все. Хотел добавить в качестве общего минуса грипсы с высоким ворсом по кругу. Мол, типа будут крошиться. А потом понял, что грипсы — это в принципе расходники. А благодаря именно такой высоте перепонок руки вообще не потеют во время поездки. Если вы хотите узнать актуальные цены электросамокатов на момент просмотра, все ссылки на официальный сайт магазина обещали оставить в описании к этому видео. Интересно, эти электросамокаты, это вообще законно? Что-то какие-то слишком крутые получились. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. С вами был Роман, испытатель электротранспорта и электросамокаты из магазина Геросмарт. Вы самые классные! До новых встреч на просторах Ютуба!